Я должен где-то раздобыть ошейник Даска. Скорее всего, их делают странные сестры Скрибл. Ага, и как мне пройти к ним? Вопрос. А если я пойду? Нет! Я понял! Дамы и господа, помните, я десятки серий подряд говорил о том, что ах, как было бы прикольно стать богатым, ах, как было бы прикольно иметь кучу денег. Но кто же знал то, что от количества скинтов в кармане будет буквально зависеть целостность статуи бога времени и огромного междумирья. Да, напоминаю, междумирье постепенно умирает. А я до сих пор не понимаю, почему об этом нельзя рассказать другим и не попросить бабла, например, у пряносников. Думаю, дойдем до этого. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени, в котором деньги, увы и ах, решают все. Да, напомню, скин, который используется в качестве местной валюты, это не просто какая-то чеканная монета, это органическая материя, созданная в самой пустоте. А эпицентром разрушения Междумирья является поломанное время в самой мультивселенной. Страдает в первую очередь что? Статуя бога времени, которая, как оказалось, является неким сосудом самого Междумирья и запитывает целый мир. Сейчас никакой подпитки не идет, потому что у нас время поломалось, поэтому все это делать надо вручную. Запихивая в статую органический скинт, мы ненадолго помогаем и ставим процесс разрушения Междумирья на паузу. Но знаете, у меня такое ощущение, что нам бы начать решать проблему более глобально, потому что всех денег мира не хватит, даже если обобрать всех пряносников. Короче, как вы заметили, я в Эрессе, прямо около замка. И в этот самый замок мне прямо сейчас и нужно, по-моему. Телепортируемся. Всем привет. Здесь меня должны ждать Франц, Седрик и Ашра. Они придумали, как добыть много скинта из моего измерения. Эй! Так, а мне точно сюда? Шикарно! Эй, новичок! Новичок! Спускайся ладно, к нам, посмотри, иду. что мы сделали! А, как же хорошо, что ты здесь! Вот, смотри, что мы придумали! Боже мой! Да уж, мы с помощью магии Франа усовершенствовали перезарядку срезывателя. И представляешь, Лолошка, теперь ему нужно всего лишь 30 секунд между залпами. И, как ты уже, наверное, заметил, я сделал еще один, чтобы процесс пошел куда быстрее. Именно! Так что, Лолошка, мы сейчас с Эдриком пойдем тебя грабить. Хе. Пока Междумирье не развалилось. Кстати, а как оно там? Стоит же еще, да? Да, в целом, да. Хотя не обещаю, что когда мы вернемся, Междумирье будет в порядке. Фу, ну хотя бы так, ладно. А то уж я волноваться начал. Ты Лолошка, ты главное не волнуйся. Со всем тем скинтом, который мы сейчас добудем, можно будет запитать Междумирье на много десятилетий вперед. Фран, или даже столетий. Если верить твоим рассказам, даже крупица ненадолго помогла статуе. Да, если верить рассказам. Да-да, Седрик, именно поэтому нам и нужно торопиться. Ладно. Слушай, Лолошка, если что, Ашра тебя в замке ждет. Она и Фран рассказали мне, что у вас там произошло, но... жаль, конечно, что я не услышал этого от тебя. А ведь у тебя есть червифон, как у остальных. Но, нет, ты не подумай. Я понимаю, у вас там было полно забот, многие из которых даже до сих пор не решены, но... Да, и одну из них мы можем решить прямо сейчас, Седрик. Пойдем уже. Ладно, прости. Вообще, знаешь, Лолошка, мне тоже есть что сказать. Я же так и не извинился перед тобой, что заставил тебя сомневаться в Ашре. Как ты уже знаешь, она не рассказывала мне о твоем измерении. Я подслушал о нем через червифон. Кстати, ведь правда! Помните, мы все думали то, что Ашра, она болтушка, и рассказала о моем Малусе Прунусе. Так это... Точно, червифон. Да, и мне до сих пор стыдно, что я заставил тебя считать, что она как-то могла проболтаться. Ну, так, ладно, все, нам пора. Прунус! Пока. Ну, раз уж мы одни, Господи, иди что сюда. Лолошка, я все понимаю. Я очень надеялся, что я не прав. Я про предателя в твоем окружении. Мне очень жаль, что так вышло. Но
есть еще один вопрос, который меня тревожит. Теперь, когда башня разрушена, ты же, по идее, должен перестать сходить с ума, да? Это же так? О, кстати, нет. Нет, я все еще схожу с ума каждый раз, когда покидаю Междумирье. Да. А, черт, ясно. Так я и думал. Вероятнее всего, Эо что-то сделал эдакое с тобой. Но ведь он перестал существовать с момента, когда освободил его молодую версию. О, как же мы теперь узнаем, что он с тобой сделал? И как тебя от этого избавить? Давай, Лолошка, сейчас все зависит от тебя. Вспоминай, когда он мог с тобой это провернуть. Может быть, кто-то еще об этом знает? То есть я схожу с ума из-за Эо? Я помню то, что он мне то ли в 17-й, то ли в 18-й серии дал выпить какую-то штуковину. И после этого я перестал просыпаться в сказочной Ресси, где принц, там, знаете, рыцари, Хризеида, короли. Да я понятия не имею, кто со мной мог такое сделать. Седрик, ты вот сейчас сказал, и я тут вспомнил. Один старый лис извинялся передо мной, что опоил меня. А я такого не помню. Подожди, такое реально было или нет? Просто как будто я хочу нажать на это. Я понятия не имею, может быть, Сяо? Эо как-то подозрительно очень доверял Сяо. Вообще, мне кажется, что бы я здесь не выбрал, это все равно лишь диалог с Седриком. Я же в любом случае буду расследовать это потом в Междумирье. Давайте про Лиса скажем, потому что с Лисом мы до сих пор в ладах, а к Сяо мы не заходили миллионы лет уже. А схожу с ума я опять же до сих пор, так что, да, наверное, Лис... вот. Опоил, значит? Ой, стой, Лолошка, меня же Фран ждет, точно. Давай так, Ашера рассказал мне ваш план, поэтому я подумаю, что можно будет сделать. Если что, я скоро вернусь. Просто подождите меня в замке. Вот это... Да. Ронус! Пока. Вот и поговорили. Ну, я же сказал то, что неважно, что бы я выбрал. То ли это Сяо, то ли это Лис, то ли я не знаю. По сути, мой ответ ничего не дал. Так, мне, по идее, надо сейчас к Ашере, да? Стоп, погоди, а какая Ашера? А что, если я напишу Прунус? О! Ты чё это? Да, что решил я? нам компанию составить? Блин, ты прости, конечно, но еще одного срезывателя у нас нет. Сейчас... Погоди, кстати, а где Ашера? Ты что, ее одну в замке оставил, что ли? Не-не-не-не, Лолошка, нехорошо так. Ты это, лучше иди к ней. У нас тут правда еще дофигища дел. Седрик присоединится к вам, как только мы здесь закончим. Это правда. Или ты что, боишься, что мы тебя совсем нищим оставим? Ты не переживай, сохраню для тебя несколько скоплений. Так, ну и все, видимо, на этом диалог заканчивается. А подожди, а то, что они его ломают, он реально ломается? Проверим. Так. Могу? Блин, не могу подобрать. Ну-ка, 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 ну-ка. Ты посмотри, оно, оказывается, не исчезает. То есть, по сути, все так же и останется. Но я бы хотел подобрать, честно говоря. Но нет, все продумано, все продумано. Молодцы, зарабатывайте. А я тем временем Малус. Так, куда мне в итоге? К Ашере, да? Есть, правда, одна маленькая несостыковочка. Ашеры нету, ребята! Вообще нигде, ни в одном углу. Может быть, посуду моет? Нет, тут тоже никого. А, погоди, у нее же комната какая-то была, да? Ну-ка, вот здесь, вот здесь. И... Что-то читает. Ашера. Эй! Ашера! О, господи, Лолошка, это ты. Слушай, Лолошка, ты знал, что, оказывается, пчелы не различают красный цвет? И зачем им тогда 5 глаз, да? Вот, Седрик дал мне пособие по пчеловодству. Очень интересно, если что. Они просто с Франом все время занимались срезывателями. Ну а мне скучно было. Ой. Здорово все-таки, что Фран нашел способ сохранить наше Междумирье. И очень великодушно с твоей стороны, что ты согласился отдать весь свой скинт. Обязательно упомяни об этом при толстяке Джерри. Его драгоценная дочурка Джули же родилась без искры, помнишь? А значит, ты спас не только Дасков, но и ее. Очень жаль, что некоторые блохастые контры этого не понимают. Ну да ладно. Знаешь, что я хотела тебе сказать, Лолошка? Как раз таки про Дасков. Видел ошейники, которые они носят? Да, с самой первой серии, как только Даски появились. Ну так вот, эти ошейники, мне кажется, это не просто какой-то позорный атрибут. Мне кажется, в них есть какой-то механизм, который блокирует портальную энергию. И эта портальная энергия не воздействует на тех, кто в этом ошейнике. Представляешь, я однажды видела, как недовольный пряностник пытался затащить Даска в портал. И ему за это ничего не было. Пряностник, кстати, исчез, а вот Даск остался. Это же не просто так, да?
правда, эти ошейники, получается, нужны не только для того, чтобы лишний раз обозначить, кто Даск и так далее. Они на самом деле охраняют Дасков от перемещения через порталы. Это объясняет, почему они готовы носить их по собственной воле. Так вот, Лолошка, зачем я это говорю? Это решает нашу проблему с преступниками. Ошейники, это, конечно, наверное, все-таки слишком. Никто не согласится их надевать. Но, ты же понимаешь, мы могли бы, например, попросить Седрика сделать их на основе браслета на ногу. Я знаю, что так делают с заключенными во многих мирах. Да, пожалуй, решено. Мы сделаем так, чтобы их нельзя было снять. И все. Что думаешь насчет этого? Идея, кстати, реально пушка. Ну, то есть, вот, без шуток. Мы берем вот этот вот ошейник, который на Дасках, делаем так, чтобы его нельзя было снять. Таким образом, по сути, мироходец остается в Междумирье, и при этом его искра также остается при нем. Да, Ашра, это гениально. Так, и что у нас здесь? Думаю, это замечательная идея. Ашра, а знаешь, я думаю, что пока Седрик занят с Франом, мы могли бы даже раздобыть один ошейник. Ашра, я думаю, сначала нужно спросить самого Седрика, сделает ли он такое. Я думаю, сделает, поэтому раздобудем-ка мы ошейник. Точно! Мы с тобой, как ниндзя, проберемся и... украдем ошейнику... Так, погоди, Лолошка, а кто их вообще делает? Вообще, я даже не уверена, что знаю кого-то, кто занимался бы подобным. А ты? Ошейники. Сестры Скрибл у убийц занимаются всякими странными штучками. Я понятия не имею. Надо спросить у кого-то из глав гильдий. Ну, Трайн шьет всякую одежду. Мне казалось, ты его знаешь. О, кстати, реально, Трайн. Или сестры. Слушайте, на самом деле, если мы каким-то образом снова к ним попадем, если я могу зацепиться за этот шанс, то я хочу. Поэтому сестры, да. О, точно. А ведь ты прав, Лолошка. Теперь, когда ты сказал об этом, я вспомнила, что Пуговица занималась ошейниками. И... по-моему, Паэна закупает их у убийц из налогового фонда, да. Но, блин, убийцы никогда не согласятся отдать что-то такое по собственной воле. Видимо, действительно придется красть. Так, стоп. Погоди, а может быть лучше заберем у какого-нибудь Даска? Не-не-не, это плохая идея. Это прям плохая идея. Я знаю одну мадам, которая будет рада что-то выкрасть у убийц для меня. Ну, это мы знаем, это Матильда. Ниндзя-контрабандисты выходят на охоту. Мне нравится либо третье, либо второе. Но как будто более правильный вариант обратиться к вору, да? Потому что мы-то по-любому спалимся. Просто Матильда уже показала себя во всей красе. Она выкрала гребень Вито и пуговицу Грумрака. Да, поэтому, скорее всего, она. О, и что же это за мадам такая? Лолошка, ты что, себе девчонку завел? Как бы то ни было, мадам твоя не подходит. Просьба выкрасть ошейник Дасков вызовет слишком много вопросов. А нам сейчас только слухов в Пэне не хватало. Ты готов идти? Только ты и я. Да, идем, пока Седрик занят. Я пойду один, я уже был у убийц и ориентируюсь там. Мне кажется, что так красть убийц плохая идея. Давайте так, если я сейчас выберу один, то сюжет, даже если он сильно захочет, все равно подсунет мне Ашеру. Поэтому я выбираю один. Да, я сама понимаю. Да, подожди, серьезно? Заметить одного ниндзю сложнее, чем заметить двоих. Но, Лолошка, я буду очень за тебя волноваться. И я готова понести это бремя ради нашей общей цели. Ох, придется столько переживать, столько переживать. О. Что? То есть вот... Это ты так волноваться будешь? Лолошка, ты что, все еще здесь? Да, я все еще здесь. А, все, я не могу ничего. Ладно, это намек на то, что пора валить. Так, у меня новое задание. Даск в золотом ошейнике все еще Даск. Я должен где-то раздобыть ошейник Даска. Скорее всего, их делают странные сестры Скрибл в квартале убийц. А еще их носят Даски. А пока я не ушел к этим убийцам, у меня вопрос. Фран, Седрик, как у вас там делишки-то? Ну-ка, Прунус прописываем. А, все еще работают, ты погляди. Все еще добывают. Поговорим? Не поговорим, тоже не поговорим. Ладно уж, работайте. Малус, давайте наконец-то попробуем использовать волшебную палочку. Получится ли у меня портал в Междумирье? А чё не работает? Какого черта? Домой тогда, сейчас попробуем где-нибудь здесь. Надеюсь, в этот раз я более магический маг, чем тогда. Ой! Нет, я не это хотел. Господи, я не это хотел. Это, конечно, прикольно, да, спасибо, но все-таки дайте мне портал в Междумирье. Почему он не используется? Раньше портал хотя бы какую-то ошибку выдавал, а сейчас просто ничего. Ладно, я в любом случае здесь. Здорово, Паэна. И... Так. А мне
Еще раз задание какое? Я должен где-то раздобыть ошейник Даска. Скорее всего, их делают странные сестры Скрибл в квартале убийц. А как я туда попаду-то? Что-то у меня даже идей нет, если честно. Наверное, кто-то со мной связаться должен. Или... О, убийца, здорово. Поболтаем? Нет? Как насчет тебя? Это понятно. Да, стоп. Что? Серьезно? Ребята, я думаю, вы это сами видите. Мне реально нужно было просто пропаркурить. Я сейчас минут 10 ходил по этой долбанной Паэне, думая то, что меня кто-то должен просто окликнуть. А оказывается, я должен выйти за Паэну и найти это. Это тот самый момент, когда я сказал бы, что я не справился без помощи, но... Удивительно, я справился без помощи. Не все потеряно, ребята, не все потеряно, только прав ли я то, что мне нужно сюда, потому что тупик какой-то. Да, тут можно пройти. О, боже мой. Ну, это точно паркур по сюжету, это прям сразу понятно. Не может быть такое здесь построено просто так. И да, вот оно! Квартал убийц. Сестры Скрибл нам нужны, напомню. Я не помню, где они есть. Точно не с этой стороны. По-моему, где-то там. То есть нам нужно пройти по вот этой стороне. Благо, здесь можно аккуратно спуститься. Ты посмотри! У них обзоры есть! Радиус гребаного обзора! А как мне пройти-то через вас? Так, погоди, а может быть сюда? Нет, тут не открывается. Блин, ну, то есть мне нужно пройти... В целом, это не тяжело, потому что вот здесь радиуса уже нет. Вот этот как будто меня не видит. О, господи, Даски. О, боже. Да, чел. Вот такой вот у тебя радиус обзора. Так, хорошо. Аккуратненько. Сестры Скрибл. Ага, и как мне пройти к ним? Вопрос. Это же невозможно. Подожди, это реально невозможно. То есть там они прямо у входа стоят, разве нет? Слушайте, так это реально невозможно. Их тут дофига просто. Что такое с этими сестрами? Тут даже сверху не забраться, потому что там как будто кто-то есть. Я первый раз не понимаю, что мне делать надо. Ну, то есть вот прям буквально я вижу перед собой дверь, но я не понимаю, как пройти. Побить, может быть, надо, отвлечь. Допустим, я не знаю, кину что-нибудь. Да им хоть бы хны. Не, я понял. Тихо. Эй! Нет? А если я пойду? Нет! Я понял! Не понял. Черт. Что? Меня выкинули! Да ладно! Так, ребят, я решил все-таки спросить, правильно ли я все делаю, потому что у меня реально ощущение, что я бредом страдаю. И мне сказали, внимательно почитай описание квеста. Но я же уже читал его. Я должен где-то раздобыть ошейник Даска. Скорее всего, их делают странные сестры Скрибл в квартале убийц. А еще их носят Даски. Погоди, у меня идея! Ребята, тут же повешенные Даски! Вот они! У них ошейника нет. Зараза, у них ошейника нет. Я не понимаю, я же прочитал. То есть, дело не в том, что я должен к сестрам Скрибл, да? У меня идея. Отсюда, кстати, как раз можно выйти. Недаром же это сделали, да? Как мы знаем, Даски живут в квартале Дасков. И вот! Ну-ка. Эй! Остался жить, но мне не нравится. Последний раз я ел 3 дня назад. Эй, ты же Я уже дурак, говорил это. Дурак. Пустота. Где пусто, там болит. Болит. Эй, я тебя знаю! Ты дал нам еду! Ты дал нам несколько дней нормальной жизни! А это он? Спасибо. Эй, если ты хочешь, я могу покричать еще про Абраксас. О, великий. Или что мы можем для тебя сделать? О, слушай, вот куда мне надо было действительно идти. Мне нужен твой ошейник. Я пришел вас покормить. Я зашел посмотреть, до какого состояния я могу опуститься, чтобы набраться мотивации делать дела. Мне нужен твой ошейник. Да, вот. Нет, пожалуйста, не делайте этого. Я думал, вы хороший. Если я буду без ошейника, как я буду без ошейника? Вы что, посмеяться над нами пришли, да? Хотите забрать последнее, что гарантирует нам хоть какую-то жизнь?
Я не знаю, даже денег дать или что? Что? Как будто у нас что-то еще осталось. Я не знаю, зачем вам это нужно, мистер, но я уже давно не хочу жить. Ты что делаешь, дурак? Еще есть шанс, что в Пэне все изменится. Ты же слышал, они говорят, ведомня разрушена. Нет, толстый, не будет этого. Неважно, есть ведомни или нет ведомни. Они никогда не признаются, что мы такие же, как они. Я больше не могу жить, как последний отброс. И я не хочу так жить. А ведь когда-то я был мастером-вором. И кто я теперь? Забирайте мой ошейник, мистер. Эй, ты куда? Что вы наделали? Он же пропадет без ошейника. Для вас это очередной чокнутый Даск, а для меня это друг. Бляха, что я сделал? Я даже не знаю, правильно ли я поступил, но да, ошейник у меня есть. Эй, Даск! Даск, ты куда побежал? Я теперь даже не знаю, правильно ли я поступил. Чтобы моя совесть была хоть как-то чиста, ребята, не волнуйтесь, я каждому выдам денег. Вот, вот возьмите, пожалуйста, вот возьмите. Это вам. Я надеюсь, этого очень достаточно будет. Вы только что заплатили за жизнь моего друга. Вот так вы ее Не надо было, оцениваете, да? Убирайтесь отсюда. Пошли вон. Окей. О! Что? Подожди, задание выполнено. Так это же замечательно. Хотя, надеюсь, то, что эти двое запомнят и потом как-то его успокоят. Ребята, я вам тоже денег дал. Не знаю, успокойте его. Ребят, надеюсь, вы понимаете то, что я не хотел. Я ничего не успел сделать, я клянусь. Что? Он просто прыгнул в портал. И, кажется, на нем даже ошейника не было. Тупой Даск. Видимо, подумал, что он бессмертный. Так а чего здесь толпа-то собралась, а? Мне за наваром надо. Да уж, беднягу, небось, разорвало. Он, конечно, Даска и сам виноват, но... немного грустно, что ли. Так, друзья, пожалуйста, расходитесь. Портал функционирует исправно. И Здесь чё он не на решил что покончить смотреть. с собой? Неужели так плохо быть Даском? А вообще, как бы да, глаза разуй, конечно, быть плохо. Все, что ты делаешь, когда ты Даск, это выживаешь, и все. В любом случае, телепортируемся в убежище. Далее идем в Эресию. Угу. Давай. Спасибо. И после этого отправляемся к Ашери, которая очень-очень, надеюсь, никуда не ушла. Пожалуйста. Какая все-таки красивая у Пелиаса броня, да? Интересно, насколько она вообще функциональна? Мне кажется, в ней слишком много лишних деталей, которые, знаешь, добавляют веса. Мне больше нравятся одежды воров. Металлические пластины защищают от ударов, но при этом не сковывают движение. А из-за того, что они вшиты в одежду, они нигде не впиваются и... Ой... Прости, я опять слишком много болтаю. Ты как, добыл ошейник? Да, конечно. Все есть. Ну и, в общем, потом я ему говорю, не надо поднимать ему настроение, пусть валяется. Это так глупо, что смешно. Вот и им понравилось. Так, ребят, привет. Я сразу в Междумирье, чтобы оно там не успело разрушиться. Так что пока. Пока, Фран. Лолошка, тебе спасибо за твой вклад. О, давай. Удачи. Так, что в итоге там с вашим ограничителем-то, а? О, у нас как раз. Лолошка, отдай Седрику ошейник, пожалуйста. Вот, держите ошейник Даска. Седрик, мы думаем, что внутри есть какой-то механизм, который не дает уходить из Междумирья. Ты сможешь на его основе сделать то же самое, только браслет на ногу? Да, слушай, ну вообще я могу попробовать, но мне понадобится время. Приходите утром, вот прям сюда, в лабораторию. Все, пока я пошел. О, господи, вот тена. Только покончил с одним делом, сразу берется за следующее. Хочу быть такой же, как Седрик. Ну, пожалуй, сейчас я пойду вздремну полчасика, а потом займусь своими пчелками. Пока, Лолошка. Вот и поговорили. Так, Седрик, тебе помочь как-нибудь? Я не знаю, что у тебя там в итоге делается. Ага, изучается ошейник. И, конечно же, бутерброд, куда без него? Без сэндвича никуда. Так, ну ладно, видимо, я тут вообще ничего не могу сделать. Короче, что мы имеем-то по итогу? Мы нашли способ, как удержать преступников. И при всем при этом, в отличие от Фарагонды, мы будем давать им новую жизнь. Мы не будем забирать искру. Звучит вроде бы нормально, да?
вроде бы. Ну окей, разберемся мы с этим браслетом на ногу. Но где мы будем брать преступников? Мы же даже не знаем, где они, да? Логично? Надеюсь, нам кто-то об этом расскажет. Возможно, в этом поможет даже шляпа, потому что он отслеживает все телепортации, помним об этом. А на этом я буду постепенно заканчивать. Пока что я даже не знаю, что делать с Эо. А еще уже 2-3 серии подряд меня смущает фраза Джодаха: «Ты не должен был здесь оказаться». Заметьте, эта фраза никак не связана с историей Эо, если только не сам Эо меня как-то сюда приволок. Поэтому что-то мне подсказывает, что его история тесно взаимосвязана с нашей. А о ней мы узнаем уже в следующих сериях. Я очень надеюсь, что вы не забудете подписаться, очень надеюсь, что вам нравится этот сезон, и очень надеюсь, что вы не забудете нас поддержать. Лайк, подписка, комментарий, что угодно. Мы люди непривередливые все-таки, да? Но лучше все вместе. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Ошейник Даска. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.